Доброе утро всем, ребятки. Есть у меня вот еще один такой приборчик, инструментик от фирмы Hilti. Обычно не рекомендую там покупать, не покупать, хотеть, не хотеть, как хотите, как не хотите. Это дело всех и каждого. Вот кому что нравится, кому чем удобно, на что есть возможности, средства и там, я не знаю, убеждения или фобии, предвзятости. Но вот этот аппарат, кто работает с так называемыми жидкими анкерами, или как их, я не знаю, там назвать, жидкие гвозди, или вот химические гвозди, это вот этот, может быть, не именно Hilti, но на аккумуляторах или на, я не знаю, это электричество, в общем, рекомендую. Так, ну вот, он недорогой, естественно, покупал без батарейки, и сейчас я вам его покажу. Так, ну это эти анкера, так называемые, которые тут, ну они у меня тут лежат для этого. Здесь дополнительно, здесь еще одна батарейка, здесь зарядка, но так как у меня все это в других наборах таскаю, то она у меня лежит там. Опять же, серия А22. Вот, это черт его знает что. Не разбираюсь, не хочу разбираться. Так, вот, это вторая кассета. Принцип работы. Вот, принцип работы. Нажимаем снизу кнопочку. Вытаскиваем толкатель. Так, здесь вот такая вот страховка. Ее нажимаем и сейчас. И открываем его вверх. Все, сюда вставляется уже сам жидкий анкер. Закрываем. Вот. Включаем. Если правильно понимаю, это время, за которое он вам давит. Если это время проходит, а вы все равно держите кнопку пуска, он все равно выключается и возвращается назад на, там, на каких-то два деления. Вот, чтобы не давило сам этот анкер, чтобы не давило его и с него ничего не вытекало, не вылазило. Поэтому так, наставим я сейчас на тройку, там, продемонстрирую, как оно работает. Но тут нет давления, которое он создается, и поэтому назад не возвращается на пустом. Давайте попробуем на пятерочку. А, нет, вернулась. Вот видите, на пятерке вернулась. На тройке, может, не такое усилие. Или столько времени, так оно рассчитано. Так, семерка. Да, и все. И теперь опять нужно опустить. То есть, действительно, вот этот, получается, интервал предположительно меняется. Кассета таким образом. Опять же, это нужно назад вытащить полностью, чтобы не открыть. Так, открываем. И здесь это же предохранитель, опять нажимаем больше. Все. Вот кассета поменялась. Кассеты чем отличаются? Размерами не вот этих основных, а вот этих вот вспомогательных. Вот. Где там потом происходит какая-то чистка или... Ой, где там происходит потом эта реакция. Там разные наполнительные, так и для разных они этих... Для разных же они предназначений, для разных материалов. Но хочу сказать, что не знаю у кого как, но вот эти вот расходники, естественно, Hilti делает их специально для себя, чтобы только сюда свои подходили. Я интересовался, если могу, допустим, засунуть сюда какой-то другой, не засунешь. В общем, тут это все так сделано. Вот двойной, куда двойной этот соединитель, где резьба. Тут сейчас оно может будет видно. Я вам тогда открою сейчас. Вот, горловина такая, где там уже выходит первый компонент, второй компонент, и потом уже вместе они тут соединяются. Тут вот в этом, как его, патрубке, или как его назвать, удлинитель, там еще стоит свой предохранитель. А нету. Сори, извиняюсь. Значит, предохранитель стоит там, потому что когда его поставишь и начинаешь, создается усилие такое, оно потом как бы щелкает. То есть предохранитель там внутри сорвался и уже потом пошло смешиваться.
Вот в этом квадрате она уже смешивается, а там выходит это все чистое и красивое. Так, ну а вчера так я немножко с ним работал. Там получилось так, что, опять же, на парковке я это все делал. Но мне не подтвердили покупку вот этой вот химии, так называемой, или этих анкеров. И пришлось купить такие на пистолет. Ну, в общем, 3 этих устройства я там сделал. Вот, но уже все, потом уже вот эти, опять же, эти пальцы уже не чувствовал. И уже 2 руками там давил и плюнул. И последний уже использовал вот это вот свое эти расходники и свои расходники и доделал. Ну, а то там пару штук у меня осталось, те, которые покупал для клиента, так где-то там по мелочевке использую. Так, все, защелкнулось, оделось. Ну, вот и все. Ну, а чтобы его закрыть, вставляем, раз, закрыли, положили. Вот, так что, ребятки, вот такой вот аппарат, если работаете с ними, с этими анкерами химическими или жидкими, или как их там называть. В общем, я вот это 2 руками рекомендую. С другими аппаратами не работаю, я в основном работаю с Hilti. Вот, как там работают другие производители или фирмы, или это, не знаю, не могу сказать. Но вот то, что просто бомба. У меня просто нет слов. Так что вот тут рекомендую. Покупайте и не пожалеете. Ну, а эти у меня тут 2 лежат на всякий случай. Так как бы раз взял, встал и пошел. Тут оно уже в комплекте лежит. Хочу все купить. Тут оказывается, когда вот там в бетон сверлишь там или кирпичи, все, нужно выдувать пыль. Если не выдуете пыль, не будет держаться. Оно пыль обволакивает вот эту всю химию, и вы потом просто вместе с пылью это все вытащите, как отдельный, я не знаю, как отдельный болт, анкер или что. Он просто не соединится с материалом. Поэтому тут ёршик у меня есть, ну а выдувать нужно выдувать. Пылесосом пробовал, не помогает, поэтому должна быть такая помпа, насосик или как там назвать. Туда со шлангочкой раз и выдул. Вот. Ну это там, в недалеком будущем купим. Так, что-то у нас не хочет закрываться. Сейчас нужно немножко упаковать хорошо. Ну вот такой еще инструмент у меня есть. Вот. Будут вопросы, спрашивайте, рад отвечу. Если буду, естественно, знать. Так, ребятки, всем спасибо и всего доброго.